Всем привет, ребята, с вами Кин и человек, который принимает самые важные решения, человек выживший, Джейм Тайм. Как дела, брат? Привет, отлично. Самое важное решение в ваших жизнях. Красиво сказал. Вы только что отыграли BO3 формат против Гамбит. Выиграли их. Давно мы их не побеждали. Я вот хотел поговорить об этой игре. Но давно мы их не побеждали в Best of 3. В Best of 1 мы их побеждали. Best of 1, да, мы на миноре их выиграли, BO1 на Мираже. Да. Помнишь, мы на мажоре делали обзоры на матчи? Помню. Да, но у нас будет такой же формат. Я тебе буду показывать клипы, ты будешь комментировать. Но вообще хотел чуть-чуть об игре поговорить. Вот. Вы по стандарту убрали нюк, а не инферно. Даст 2. На самом деле я не ожидал, что вы пикните Даст 2. Это что за такое решение было? Ну, у нас просто все 6 карт сильные. Даже нюк есть наработки. Просто вы не стали на такую стадию показывать. А так все карты у нас сейчас супер сильные. Вчера вы сыграли в B1 формате Ancient, сегодня Ancient убрали. Третья карта была Мираж, да, как я помню? Даст 2, Вертига, Мираж. Крутая игра была на Даст 2. Мы взяли 2 пистолетки. Давно такого не было. Да, давно такого не было. Вы что, поработали над пистолетками? Нет, просто это рандом. И когда ты берешь 2 пистолетки, тяжело проиграть, если прям на самом деле. Вот. И пистолетки это очень важно. Да ладно, что пистолетки. Мы еще форсы же не отдали. Ну это да, тоже что-то произошло. Какая-то аномалия. Значит, подготовка прошла хорошо. Ты уже готов, родной? Да, я готов. Помнишь этот раунд? Да. Мы проиграли его. После этого раунда они начали камбэкать. Что пошло не так? Во-первых, Марик и Тима, да, типа пошли, хотели убить одного Интроза. В целом, наверное, именно в этой ситуации, когда он может быть и слева, а не только справа, наверное, не надо было идти, и можно было чуть дольше сыграть. Но здесь потом Леха топнет и стрельнет, и из-за этого о нем будут знать. Но потом, в целом, если бы даже Леха ничего не сделал, не топнул, шансы были бы. Вот ты здесь его увидел, да? Да, я специально выпрыгнул, так как я красный, чтобы, если что, Жека 1 в 1 клатч играл. И тут... После этого раунда они возьмут 3-4 раунда подряд. Вы закроете 9-6, кажется. Это Counter-Strike. Не надо было, можно было и просто... если бы Марик и Тима убили бы Тёмку Б на выходе, мы бы проще раунд выиграли, но в целом можно было и не спешить. Мы знали там, где они все стоят в целом, то... это было 5 в 2? Да, это было в 5-2, вы поспешили, как бы я не ожидал. Это прям, это ужасно. Я думал, 5 в 3 даже было, а на самом деле было 5 в 2, и надо было просто им вдвоем не умереть, вдвоем. И все. Потому что мы вне позиции были, чтобы как-то реакцию словить. И можно было меня дождаться, либо просто постоять, там молик накинуть налево. Смотри, да, обидный раунд. И, говоришь, Леха топнул на лонге. Он случайно топнул или он начал торопиться? Да. Случайно. Потому что там по времени, сколько, 45 секунд еще было. Мне кажется, он в спину пошел, баксили убил бы, и там все чики-пуки было бы. Это вы уже за КТ-сторону? Угу. Тут, конечно, гениальное от меня чтение. Все ситуации. Все знал, что происходит. Ты вот думал, что у тебя есть тайминг? Он меня увидел. Он меня увидел же? Или нет? Я не знаю, мне кажется, да, увидел. Если он меня увидел, то я с себя вину снимаю полностью. Но если он меня не видел, то я виноват. Потому что когда я так пропрыгивал, я знал, что ближайшие 5 секунд выхода не будет, потому что они не там бустались. И справа нет, потому что я выбежал, никого не было.
Я думал, что я сейчас успею на лонг перебежать, взять кросс, но мне не хватило секунды, чтобы я взял этот кросс. А если, это если он меня не видел. Но если он меня видел, то не повезло. Из-за этого он так выбежал. То есть я в своей голове не играл от того, что они просто так на рандоме выбегут, но из-за того, что он меня увидел, да, он обязан, наверное, выбегать в этой ситуации. Но вот так вот распорядился, что я его не увидел, а он меня увидел. Он там по времени сколько было? Может, они из-за времени... 20 секунд было. 20 секунд, да. Ну, может быть, из-за времени, но мне кажется, он меня увидел, и поэтому так побежал. Но в целом такое на тоненького было. Да, и на самом деле, вы когда очень часто ретейкали, там игрок Люркер очень сильно, хорошо ловил. Когда вы втроем стакали бы, они на А заходили, там хорошие размены были, и там и то Аксель убивал, то Хоббит Люркером хорошо отыгрывал прям. Очень сложно было за КТ сторону. А потом, когда начались допы, прям вообще без шансов вы забрали. Как будто уже вы поняли, как против них нужно играть. Ну, просто у нас экономика повысилась, и у нас были лишние гранаты, чтобы такой вязкий медленный стиль затыкать. Ну, очевидно. А до этого у нас прям не было. Постоянно там авик без смока, без флешек, и тяжело было. Ну, они 8 раундов подряд забрали. Да, и очень сложно было. Хорошо. Мы на допах их выиграли. Все круто. Следующая карта Вертига. Эту карту пикнули комбиты. Там хорошая статистика. Я вот сейчас скину момент тебе. Вы вроде бы были в 4 в 3, да? Да. Ну, тут с китами проблема была. Мы что-то не законтролили, что у Тимура нет китов. А так, в целом, все окей. Да, если вы знали бы, что у Тимура нет китов, то Тима первый, да, сыграл бы? То да. Ну, то есть, может, Леха бы аккуратнее сыграл. Ну так, не прям повезло. Мы знали, что он там, но мы думали еще, что у него АВП. И в целом такое. Из-за китов была небольшая такая. Если бы мы знали, что китов нет, то, я думаю, Леха бы поближе был, уже стоял бы с мейном, может, выходил, открывался бы, Тима бы первый сыграл, да. Но мы думали, что у него еще АВП, поэтому мы думали, что он там вдалеке стоит. И типа смоком его заткнешь, Леха перебежит. Но мне кажется, Леха даже вроде не успел бы перебежать под девяткой. Ну да, возможно. Из-за китов. То есть там изначально в китах проблема была, что никто не заметил, что у Тима нет китов. Ну да, Аксель убил на хелпе, потом пошел, задавил тебя, Леха его разменял. Да, такой на самом деле обидный раунд. После этого они где-то 3 раунда подряд заберут, и мы потом нормально сыграем. С каким счетом мы закрыли там? 10-5, да, вроде бы? Да, 10-5. 10-5, да. Вы форсанули, ты засейвил свой АВП. Кстати, да, после этого раунда вы начнете забирать. Так. А Хоббите была инфа какая-нибудь? Вот и Тима грамотно поджал. Я немножко пролагала. Марик сказал, что может быть спина. Вот именно в эту секунду. В эту секунду, да, он сказал? Вот именно в секунду он сказал, я без этого повернулся. Вы, значит, не знали. Ты не ожидал, да, его вообще? Если вы Не, в целом, я лично не ожидал. Да и я убил на фане, потому что Флик мне сказал, что он ползет. Он его заметил. И Марик сказал мне, что пацаны, тишина, там осторожно спина, там в целом тайминг был. То, что там Бусти запушил Б, но тайминг с мидла был, и это только мог увидеть Киндер, потому что он был мертвый. А я в зум смотрел весь раунд, поэтому да, тут он подсказал сильно. И тут обратно счет 14-11. Помнишь, на мажоре мы 14-11 вели? Да. И они забрали. И тут такой же счет. Они начали забирать. Потом при счете 15-13 вроде бы вы забаялись с одним АК. Это флит, да, был? Да. Его сразу же убили, и вы решили засейвить. Калаш только засейвить. Калаш, да. Это твое решение, да, было?
Потому что Да. Марик тебе скинул и смог, и АК, и ребята пошли. Но мое решение было дропнуть калаш. Ага. Но потом, когда он дуэль не выиграл, пришлось сейвить, да, его. Ну, там выгодно было, математически. Ну, при счете 15-14 у вас, экономика не сказал бы, прям супер была. У вас и гранат мало. Гранат мало было. Не прям full, но выше среднего, я думаю, была экономика. Потому что, там АВП только не было, и там, может, какого-то молика у каждого. Но в целом так у всех было все ок. Ну да, там при счете 15-14 Тима с Мариком пошли на Б, поймали Акселя. Угу. И мне кажется, самая главная дуэль была это Хоббит с Кикертом. Когда Хоббит дал себе ванвей на рампах, и Леха его убил. Да, важнейшая была дуэль в раунде. Ну как, у Тима была важна, и у Лехи, я думаю, это одинаковая важность была. У Тима сегодня прям очень хорошо на Б ходил. Как себе? Да, Тима сегодня почувствовал что-то. Я в какой-то момент даже подумал, что вы от Тима уже играете. Потому что вы вот так все сидели, никуда не шли, не занимали рампы и ждали дуэль Тима. Ну, не прям все так, конечно, но Тима имеет полное право делать все, что он хочет. Ну да, он мужчина, он тигр. Красавчик. Че, как вообще настрой? Когда вы играете? Завтра либо в 8, либо в 4. Ну и соперник либо Биг, либо Гацент. Это за полуфинал выход. Ну, уже сегодня надо готовиться. То есть... А потом будет, если мы выиграем, будет перерыв. Если проиграем, то будем играть четвертьфинал. И потом только перерыв. Биг, Гацент. Блин, не ожидал на самом деле их увидеть по сетке. Гацент, вы с ними хотя бы раз праки катали? Да, много. Мы из праки катаем вообще. Тир-1 командами мы не играем праки вообще. То есть мы постоянно играем с бразильскими командами, в какой-то момент с польскими играли, и играем со всякими израильскими командами, румынскими. Вот. Ладно, хорошо. Какие планы? Отдыхать пойдете? Нет. Можешь не рассказывать. Все понятно. Ладно, все, спасибо, что поговорил со мной. Сделал обзор. Не за что. Всем привет. У нас новый YouTube-канал. 500 человек, которые ставят лайки и смотрят. Всем вам спасибо. Да, подписывайтесь на канал, скажи, что же. Можете подписываться, да, рекомендовать всем своим друзьям, потому что мы снимаем такой качественный контент реально для 500 человек каких-то. Можете друзей, бабушек, дедушек звать. Тоже пусть посмотрят. Все, спасибо. Все, пацанам привет передавай. Обними от меня. Все понял. Плотную им передам. Все, давай, брат, спасибо тебе. Удачи. Давай.